Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. 3 ролика назад я говорил, что если соберется под ним 50 лайков, то соответственно я выпущу шаманов через волшебников. И я надеюсь, что мои подписчики и зрители добросовестные, и в правом верхнем углу экрана у вас выскочит подсказка, и вы соответственно перейдете и доставите недостающее количество лайков. Там совершенно немного осталось, где-то около 5 лайков, что ли, что-то типа того, короче. Поэтому надеюсь на ваше добросовестное отношение. Я уже заранее сделал расширенный пул себе, это шаманы, как бы и за 1 звезду, и за 4 звезды. Я мог сейчас со старта как бы купить этого шамана. Это, в принципе, не проблема была бы. Но не хочу. Возможно, мне получится на гоблинах мехах стартнуть. Да что ж такое, алё, голос. О, кстати, волшебник пришел. Волшебник пришел, но... Не знаю, я, наверное, все-таки возьму волшебника, потому что шамана за 1 монету я еще смогу найти. Я уверен, что он довольно-таки часто будет ко мне приходить. Ладно. Я так подумал, ну, короче, пока я озвучил свою мысль, я в голове подумал о том, что зачем мне это надо? Лучше я куплю одного шаманчика, соберу его пораньше в двоечку, все дела. Мог бы вообще со старта взять шамана, это было бы не ошибка, 100%. И сейчас бы, возможно, у меня было уже 2 шамана, а то и если бог рандома мне помог, то он бы собрался у меня, соответственно, в двоечку. А еще, кстати, я буду играть через лустрик. И на шаманах, либо же вы играете на винстрике и собираете, соответственно, шаманов, либо же вы играете на лустрике и собираете шаманов. Я склоняюсь больше ко второму варианту, не знаю, как-то более надежное, чем вы пытаетесь там как-то выкарабкаться в винстрик и тому подобное. Потому что когда вы выкарабкались в винстрик, то, если честно, можно собрать намного стабильнее сборку, нежели шамана через волшебников. Шамана через волшебников вообще не относится к вашему скиллу и... Не знаю, к пониманию игре тоже тут как бы не отнесешь. Ну, на самом деле... Может, я ошибаюсь, может, у меня мало опыта игры на шаманах, потому что в текущем патче я на них играл, наверное, ну раза... Ну сколько? Раза 2, наверное. Да, раза 2-3 я где-то играл на этих шаманах через волшебников. Возможно, у меня есть зрители, которые на них играют очень часто и зачастую на них выигрывают, поэтому вы напишите мне в комментариях мои ошибки, естественно, предложения, то есть как лучше улучшить свою игру и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. То есть... Думаю, с этим все понятно, как бы и разъяснять больше в этом нет никакого смысла. Точнее, разглагольствовать. Вот. Что конкретно я хочу сказать по поводу шаманов. 100% независимая сборка от вашего скилла. Абсолютно, потому что полный рандом. Полный рандом насчет всего. Я, к сожалению, не очень хорошо отношусь к этой сборке по той лишь причине, что у нее есть много нюансов. Вот понимаете, есть некоторые сборки, у которых несколько нюансов, а тут прям множество нюансов. О них мы сейчас поговорим, пока я вот как бы выстраиваю свой билд и тому подобное. Первый, кстати, неплохо так пришло. Я, наверное, кстати, 2 джаггеров поставлю. Как-то так вот сделаю. Я подумал, что мне гоблины-мехи придут со старта. Но, судя по всему, гоблины-мехи мне могут только во сне идти. А еще я, кстати, надеялся, что ко мне жрец упадет. Упал бы жрец, я сейчас бы распродал этот столб и, соответственно, бы лучше поиграл через лустрик. Но чет как-то рандом пока что... Понял. Чувак с ником OK Google тоже собирает себе шаманов через волшебников. Понимаю. Угу. Чтобы вы понимали... Ну, я думаю, так все понимают. Боже, какая вот логическая цепочка. Да, чтобы вы понимали, я думаю, так все понимают. Ну, понимаю. Короче, я сейчас, вот это моя первая игра, если что, на шаманах. Не вторая, не третья, не 10-я. То есть это не какая-то там попытка или что-то еще. Это моя первая игра на шаманах. И почему я сейчас настолько, скажем так, негодую, это чисто из-за того, что я решил сыграть на шаманах через волшебников, и чтобы вы понимали, там человек с ником OK Google тоже собирает себе шаманов, и скорее всего он будет играть через волшебников. И, кстати, я сейчас делаю, наверное, здесь огромную ошибку, что хочу сыграть на шаманах, потому что здесь есть легендарный шаман пятерка. Из-за того, что есть легендарный шаман пятерка, то я уже выпускал видос вчерашний о том, как Дизраптор себя показывает в этой мете. И Дизраптор сейчас это развал кабинета по полной программе. И я уверен, что моим противникам он рано придет в двоечку. А там еще и Ганим докинется, посох жертвы. То есть все как мы любим. То есть все как мы любим. Это будет жестко, это будет нелегко, это будет очень потно. Но играя на шамана, говорить про пот это то же самое, что говорить
как тяжело работать за компьютером, когда чувак на заводе там мешки таскает, либо же на складе каком-то. Это вот то же самое сейчас сравнивать. О, какой там раунд? 7-й? На 7-м раунде ко мне пришли жрецы, чтобы я смог поэкономить на своем хп. Замечательно. Боже, это прогресс. Это прогресс. Я, кстати, наверное, сейчас распродамся. Наверное, распродамся. Просто смотрите, я мог бы сейчас распродаться и взять сразу себе 6 уровень, чтобы у меня был шанс 10% на фиолетовую фигуру. И дай бог, бог рандома меня поцелует, и мне придет фиолетовый шаман довольно-таки рано. На самом деле, вот этот фиолетовый шаман, если приходит рано в двойку, то по сути, вы встанете на винстрик. Но давайте поговорим сейчас о минусах этой сборочки. Но перед этим, ребят, если текущий ролик соберет 50 лайков, я выпущу на канале видос. Это керри темпларочка, либо же керри луна, то есть одно из двух. То есть конкретно керри будет одна из двух, а может и вдвоем. То есть, ну, как будет у них коллаборация такая небольшая. Поэтому, если интересно, обязательно ставим лайк. Все зависит от вас, когда ролик этот выйдет, соответственно, как с шаманами. Если соберется, соответственно, 40 плюс лайков, то я буду рассматривать. То есть, если захочу, и там, если пойдет у меня контент. То есть, короче, собирается 40 плюс лайков, я уже начинаю пытаться снять эту темпларочку, эту луну, потому что луну в этом патче понерфили, но я думаю, довольно-таки всем интересно, насколько это будет. Поэтому смотрите, 50 лайков собирает этот ролик, и я выпускаю видос с керри темпларочкой, либо с керри луной, то есть одно из двух. И еще один момент я хочу вас спросить, как вам вебка? Я ее перенастроил сейчас, немножечко добавил там фильтров, размытия, все такое, и как по мне вебка сейчас довольно-таки неплохо себя чувствует. Единственный минус, это минус в моей лампе. У моей лампы, к сожалению, нету процентажной настройки яркости, и тут есть просто режимы, там, первый, второй, третий, грубо говоря. И вот сейчас лампа у меня стоит на 2 уровне, и как вы можете видеть, то меня немного так, знаете, засвечивает, что ли. Хотя на самом деле я считаю довольно приятная картинка. Но стоит еще будет поработать. Но, естественно, это в будущем. Я уже присмотрел себе лампу, все такое. Поэтому в будущем будет получше, как я уже говорил ранее. Вот. Но я думаю, и сейчас прекрасно смотрится вебка, да? Такой красавчик. Единственное, знаете, какой минус в этой вебке? Это то, что мне придется бриться намного чаще. То есть, раньше я брился раз в неделю, придется бриться 2. Ну а чё? Просто очень хорошо все видно. Котел, ну задувай, ну дед, давай, ты сможешь, расчехляй свой дробовик. Я как-то надеялся, что котел намного больше импакта внесет. А он как-то 1800 урона. Лучше бы сдохли намного быстрее. Честное слово. Я, кстати, в резака больше верю, нежели в котла и все остальное. Как-то котел мне не внушает доверия. Я Трента, наверное, на всякий случай возьму. Или змейку. Или Трента. Не, я, наверное, змейку продам, возьму Трента. Все-таки как-никак это отхил. Как-никак это отхил. Плюс у меня есть предметы неплохие довольно-таки. Но я думаю, так будет намного безопаснее. По крайней мере, я не думаю, что от мобов откисну. Хотя бы заберу их. Вот. И еще. Так как я гуру на бай тупых комментов, вот, напишите мне в комментариях, когда ко мне придет солнечный шаман. Это фиолетовая фигура шаман, которую из расширенного пула сейчас берется. Так что вот такой вот байт на комментарии. А еще, ребят, еще один такой вот байт сейчас после предмета. Хотя на самом деле мне на предметы вообще плевать, но если упадут какие-то раконцы, то в принципе я буду этому рад. Так, что у меня упало? О, не, ну арканцы это то, что доктор прописал. Да, я буду брать арканцы. Арканцы неплохо заходят как и под шаманов, так и в целом под всех. Поэтому арканцы нужно брать. 3 пары арканцов вам хватит с головой. Хотя на самом деле даже 2 пар арканцов вам хватит с головой. Так, становимся на лустрик. Я особо на панду на это не надеюсь, но мало ли что. Может упадет панда. Упадет панда, будет круто, я продам этого. Какой же ты бесполезный старый дед. Я в шоке. Я в шоке. Просто бесполезный старый дед.
А, у меня только нецензурная брань сейчас на языке вертится. Вот честное слово, как это работает? Напишите мне в комментариях, как это работает. Почему я хочу собрать синергию? Она не популярная. Она ни в коем случае не метовая. Она посредственная. Чисто, ну, на чем-то поиграть, грубо говоря. Вот как эта синергия называется. Чисто на чем-нибудь поиграть. И тут просто с ни с того ни с чего появляется челик, который собирает эту же сборку, как и я. И по моему же принципу. Закон подлости, честное слово, закон подлости. Это прям, ну, не то чтобы тильт, но все-таки тильт. А еще, ну умри быстрее! Как же много насумонилось. Кстати, 2 резака пришло. Я, наверное, сейчас котла продам, панду продам. И куплю 2 резаков. Да, лучше, я думаю, так и сделать. Так, панда, гуляй. Я не верю в эту панду. Я уверен, что это панда руин, поэтому я в нее особо не верю. Можно было бы, конечно, сейчас либо шамана за единичку продать, но я шамана за единичку продавать не хочу. Он мне нужен, его надо собрать как можно быстрее в тройку, чтобы фигура намного дороже появлялась. Вот. Перейдем теперь к минусам этой синергии. Сейчас, после боя вот этого вот Monkey King уже на каком там, на 15-м раунде, да? Ну, почти на 15. Да. Ладно, я продал, если что, Рубика. Ну, в баню этого Рубика. Я как бы в него верю, но не 100%. Он мне и нужен был, но тоже не на 100%. Так как сейчас будет следующий раунд с мобами уже, я буду, наверное, ролиться. Ой, ролиться. Я буду еще уровень брать. Мне нужен минимум 8 уровень. И дай бог, бог рандома ко мне снизойдет, и мне упадет легендарный шаман. И если он соберется в двойку, это будет прям прекрасно. Но на самом деле, стабильнее все-таки играть просто через этого шамана пятерку, потому что, ну, извините меня, как бы шаман пятерка, собираешь туда агоним, посох жертвы, все дела, и ты выносишь всех и вся. А вот играя на шаманах, я думаю, это будет так себе. Единственный момент, как вам может тут повести, это то, что если вам будет падать легендарная фигура. И если вам падают легендарные фигуры, то, соответственно, все будет замечательно, все будет прекрасно. Прекрасно. Прекрасно, хотел сказать. Не знаю, что-то... У меня сегодня какой-то день странный, я и заговариваюсь, и запинаюсь, то есть и в мыслях теряюсь. Не знаю, вот бывают такие дни, к сожалению. О, кстати. А знаете, как можно сейчас переиграть все? Сейчас мобы. Сейчас мобы. У меня есть 2 охотника. Можно было бы продать сейчас Клокверка. Я, наверное, так и сделаю. Я сейчас, наверное, продам Клокверка, то в первую очередь шмотки перекину. Так. Да. Я вместо змейки поставлю. Хотя на самом деле, наверное, лучше вместо Тинкера было. Но если бы я вместо Тинкера, вместо Клокверка было. Если бы я Клокверка продал и поставил вместо него бы змейку, то я был бы без инкама нормально, адекватно. Там, кстати, 3 зверя собирается. 3 зверя собирается! Не 1, не 2, не 3. Почему у меня такая реакция жесткая? Это из-за того, что соберется сейчас 3 зверя. Не дай бог они будут собираться через суммоны. Они же мне будут выносить по минус 20 в лицо. А у меня уже и так осталось 25 хп на 15 раунде. Вот вдумайтесь, у меня есть 7 баночек, 25 хп на 15 раунде. Это, наверное, самый ужасный лустри, который только может быть. Сейчас шмоточка упадет какая-то, я быстренько перестроюсь, и я расскажу по поводу минусов шаманов и что я об этом вообще думаю. А вы пока напишите в комментариях, что думаете по поводу моей вебки сейчас, как она настроена, насколько четкая картинка и так далее, и так далее, и так далее. А еще, кстати, и вот, знаете, что я самое главное забыл? Это то, что сегодня в 8 вечера по киевскому времени будет стрим. Поэтому, ребята, я всех жду. Никто не задерживается, готовят вкусняшки. И я всех жду в 8 вечера. Запомните. В 8 вечера.
Мне, кстати, да, как-то так сделаю. Пусть у меня будет немножечко баф по хпшке. Пусть у меня будут охотники лучше. То есть, мне кажется, сейчас у меня довольно-таки хороший билд. Позволит сэкономить хп, если, соответственно, повезет на спам. Ой, на спам. На тычки. Там, конечно, у чувака МР тоже в двойку, но намного посильнее будет. Но все же. Минус 8. Боже, как я много получаю. Прям слезы. Но благо то, что у меня уже почти все готово. Я почти готов, так скажем. Я почти готов. Сейчас будет контент. Кстати, я настолько задумался, что даже не выставил вот второго уровня шамана, а выставил именно первого уровня шамана. Леона, кстати, в шаманах можно собирать в тройку, и я думаю, это не ошибка. Если что, собрать его в тройку, ну, как-никак он высасывает ману и откатывает вашим союзникам, и, соответственно, это намного более эффективнее под ваших шаманов, особенно если они скиллозависимые. То есть, допустим, чё у вас так много Манки Кингов, еще и эти полуорки, алло? Можно не надо, пожалуйста? Я еще восстановил так мало хп. То есть, а ну напишите в комментариях. У меня было 17 хп, стало 45. Сколько за 7 баночек я восстановил себе хп? О. Спасибо, что мне не понадобилось ролить шаманов. Ой, шаманов. Волшебников. Огромное спасибо хотя бы за это. Так, распродаемся. Апаем Рубика. В самом деле, я бы и Рубика в тройку собирал. То есть, я бы собирал в шаманах Леона и Рубика. Знаете, почему именно такой вот вариант развития событий я выбираю? Чисто из-за того, что Рубик может иногда настырить довольно-таки полезную способность. Иногда, не часто, но иногда. Так, вот так вот сделаю. Я думаю, конечно, сейчас у меня будет все так себе. Но посмотрим так. А не. Вот сейчас, кстати, мне по фигурам довольно-таки повезло. У меня фура в троечку появился. Ну, жрица света это, конечно, такая себе фигура, не очень, но я здесь хотя бы выиграл благодаря своему фуриону. Вот то, о чем сейчас. Сейчас, короче, в скором времени мы перейдем к тому. Сейчас уже начнется лейт стадия, и вы увидите, почему же все-таки это максимально рандомная синергия. Почему тут скилл от слова совсем не влияет на то, как вы играете, как вы игру понимаете и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, сейчас предметы как-то вот так вот пересоберу. Хотя... Возможно, я сейчас делаю дичь, и лучше так расстановку не делать. Там много манки кингов, и они будут свою палку закидывать мне на лицо, будь здоров. Скажем так, я плацдарм построил для того, чтобы они мне на лицо палочку кидали. Опа, опа, опа! Это ж шаманчик, я его снес. А ничего себе там Дум. А Дум, что ты такой... Чё ты такой... Кстати, полезная фигура, Виверна, да? Троечку. А жестко... Ну, Дум тут жесткий. Вот. Ну, кстати, я думал, что мы сейчас ничего сделаем, потому что время заканчивается. У меня еще две фигуры как минимум жило. Мне нужен апгрейд. Мне еще нужен более надежный персонаж, но на самом деле, кто будет более надежным, честно, понятия не имею. Никакого понятия не имею. Кто же будет более надежный вот в шаманах? То есть, смотрите, у вас, по сути, будет 3 активности... О, давайте. Я, кстати, хотел же после 15-го раунда рассказать про минусы и плюсы, но, походу, расскажу сейчас. Но что-то мне кажется, что это будет... Ну, это будет во втором дубле я буду рассказывать плюсы и минусы. Потому что что-то мне прям подсказывает жестко, что это будет сейчас проигрышное. Вот, кстати, рыжий лис. Ну, хотя бы с башерами, бусами. Я думал, будет все намного хуже по предметам. Манки Кинг упал, Рубик. Опа! Сюда, молодой. Так, взгляд Азеса. Но мне это все не надо, естественно. Мне надо вот такие вот предметы. Так, вот так вот сделаем. И, кстати, я, наверное... Хотя не все одинаково. Одинаково стоят. Но хотя... Ты может как-то так сделать. Напомню, что у меня 10% шанс выпадения на фиолетовую фигуру.
Но нужные, естественно, не будут падать. Ну, это закон подлости, поэтому нужная фигура 100% падать не будет. Так, ну я, в принципе, более-менее сейчас сделал. Короче, ребят, минусы шаманов. Самое главное. Во-первых, шаманов нереально трудно собрать, если вы не играете через волшебников. Есть также намного надежнее билды, нежели шаманы. Почему? Объясняю. Шаманы живут всего лишь 20 секунд. Чтобы они перевоплотились, им нужно использовать либо предмет активный в инвентаре ихним. Молодец. Саня, молодец. Ихним. Да. В их инвентаре должен быть активный предмет. После того, как этот предмет активируется, естественно, что? Правильно, они будут перевоплощаться. У них будет там микростан 0,5 секунд где-то, либо секунду. Они перевоплотятся. И, соответственно, будет рандомная фигура. И все предметы, которые находятся в них, тоже перевоплотятся в плюс 2. То есть, смотрите, у вас был предмет 3-го тира, он станет 5-го тира. Ну и также сам работать со всеми остальными. То есть 1-го, 2-го, 3-го тира. Ну, думаю, тут понятно. Тут объяснять нет смысла. Ну, конечно, за 12 монет 0 адекватных фигур. Я к этому готов. Я к этому был готов морально, когда решил записывать шаманов через волшебник. Это адекватно. Так вот, шаманы живут 20 секунд. Фигуры полностью рандомные. Единственное, что вы должны знать, это то, что у вас предметы будут на плюс 2 улучшаться. То есть 4 и 5 тира предметы смысла брать от слова совсем нету. Единственное, что возможно вы делаете какого-то ярко выраженного керри с минимальным количеством предметов. То есть, допустим, вам упал антимаг в двойку. Какие предметы ему нужны, вот, чтобы прям комфортно себя чувствовать? Это кристалл призрака, посох жертвы, ну и агоним. Ну, в идеале еще, конечно, буссы. Ну, вот такие вот предметы нужны для того, чтобы себя антимаг чувствовал отлично на 2 уровне. Все остальные предметы вы можете закидывать в своих шаманов. Но, напоминаю, шаманы живут 20 секунд. Чтобы им перевоплотиться, нужно юзнуть предмет, естественно. Предмет, либо способность. Они перевоплощаются. Ух ты, кстати, спасибо. Спасибо за улучшение. Ну, я, наверное, кстати, Рубиков сейчас продам, не буду собирать его в 3. И, наверное, Эма я тоже продам. Как-то я не верю в Эму. Как-то, ну, поздно он уже приходит. Скорее всего, я уже буду откисать в скором времени. Вот. Шаманы живут 20 секунд. Полностью рандомный выбор персонажей. Не знаю, с чем связано, как это работает. Полный рандомный выбор персонажей. Предметы тоже полностью рандомно падают. Нет никакой... Нет, ну постой АФК. Постой АФК, манги. Нет. Ну, естественно, куда бы ты еще свою палку кастанул, молодой? Как же это обидно. Если бы у меня была немного другая расстановка, то, скорее всего, я бы затащил и забрал бы у него еще и винстрик. Но... Что ж поделать, А этот винстрик бы мне очень пригодился. Да, 18 хп это, конечно, заявочка на успех. Это прям такая серьезная замашка на успех. Замашка, чтобы точно в топ-1 зайти. Так вот, вернемся к шаманчикам. Полностью рандомные предметы. И самое главное, вот самый огромный минус. Они дублируются. И есть предметы, которые не активируются. То есть, допустим, вам условно упало волшебное зеркало. И вы думаете такие, ну ок, сейчас иллюзии появятся, окей. Но, во-первых, вам может 3 предмета волшебных зеркал упасть. И они не будут активироваться. Но не активируются и все в шаманах. Вот вам нужно это знать. Они не активируются в шаманах. Все. Запомнили, приняли, схавали. Все. Больше придумать вам нечего. О, кстати, яичко изуму. Вот, кстати, вот моя main DD фигура. Вот так вот сделаю. А еще самое жесткое, это то, что вам могут падать всякие фиолетовые никсы без адекватных предметов. Это прям... Но даже если он упадет с адекватными предметами, никс не затащит. Слишком слабая фигура. Я уже молчу про то, что может Скорпион упасть. Это прям лютый рандом. Это симулятор рандома. Знаете, мне кажется, вот у меня сложилось такое впечатление сейчас, вот я пока озвучил это, что текущий патч делал создатель. Вот именно конкретно создатель. Вот прям балансил его, вот
приложил свою руку. Знаете почему? Потому что на инсектоидах нереально играть особо, потому что все метовые сборки, которые на текущий патч есть, они намного эффективнее, намного лучше. А может улучшение придет, а? Давай, 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 давай. А, в троечку можно хоть что-то? Ну, например, шаман за одну монеточку. Так, Леон отлично, спасибо, спасибо. 50 монет сролил, и вот как результат, что мы видим. А видим мы фигу, большую фигу. Да. Честно, я не удивлен. Не удивлен ни грамма. Не знаю, вот, ну, мне сейчас нет смысла раскидывать предметы. Опа. О, шаман в троечку появился. А, ну там плевать, там Марси. Помните, о чем я говорил, что полный рандом? Вот, смотрите, сейчас как бы Шторм Спирит упал, и вы думаете, такие-то он в тройку, он упал, что теперь будет? А, вот что будет. Он Марси не сможет... Чего? У меня щит на возвратка, а я-то только что на мгновение подумал, а как это произошло? Каким это образом он себя на 2800 кританул? Это меня довольно-таки удивило. Да. Ну, кстати, еще минус один в шаманах, это то, что мейн ваша фигура ДД, это будет либо вот этот вот шаман за 2 звезды, либо же будет вот это вот шаман фиолетовый за 4 звезды, за 4 звезды, за 4 монеты, которые. Соответственно, когда он у вас соберется в тройку, он будет обалденный. Но собрать его в тройку, ну, шанс вы сами понимаете какой. Он довольно-таки маленький. И этот мягко сказано. Я даже не знаю, я сейчас попробую предметы как бы пораскидывать немного по мане, чтобы они у меня сразу перевоплотились, и дай бог было все замечательно. Возможно, я делаю грубую ошибку, что ставлю всех кучно. Вот, кстати, смотрите. Три аганима упало у молодого. 3! Не один, 3! Это чтоб точно, скажем так, чтоб точно упало как надо. Да, мне, кстати, сейчас, как бы смешно не звучало, но мне довольно-таки неплохо предметы падают. Именно вражеские. Вражеские предметы мне падают, будь здоров. Да. В тройку, конечно, шаман мне не хочет приходить. Интересно, если все бабки с роли, он не придет в тройку? Но я пока ролиться не буду, лучше останусь в инкаме, может 9 все-таки возьму. Хотя, быть откровенным, чем дальше в лейт, тем мне тяжелее. В лейте мне становится намного тяжелее, так как мой пик силы, он заканчивается. Так как там будут уже мощные фигуры керри. Опять это Манки Кинг. И опять ты сюда прыгнул, алло. Ничего себе. А Драгон Найт, смотрите, как мочит. А, понял, почему ты так мочишь. 2 пары критов. Спасибо, хотя бы не 3 пары хиксов. Или не 3 пары аганима. Вот еще, кстати, один плюс шаманов, это то, что полностью рандомная фигура, рандомная фигура, закидываете просто любые почти что предметы, и вообще все равно. Упадут вам все равно рандомные фигуры, еще и в дубликатах. Да, как-то так играется на шаманах, как-то так. Интересно, какое я место здесь займу? Я здесь борюсь сейчас либо за топ-4, либо же за топ-3. Ну, у меня есть подозрение, что все-таки борюсь за топ-3. А, шаманчика нашел. Понятно. Ясно. Ну, что ж. Что ж. Вот что бывает, когда падает адекватный керри. АМ с хорошими шмоточками. Еще и в тройку. Просто всех взорвал. Никому шансов не оставил. Вот такое я люблю. Вот такое, это прям топ. Это прям топ всех топов. Реально, заряженный М только что зарешал.
Если ко мне сейчас придет зверь, снесет мне минус 100-500 урона, 100-500 хп, потому что у меня упадут всякие тренты в тройку. Либо же еще хуже, лондруиды в тройку попадают ненужными предметами. Еще, кстати, забавный фактор, если вам падает в шаманах рефрешер, он не работает. Да, это еще один минус шаманов. Многие предметы, которые активные, они не работают в шаманах. Вот не знаю, зачем они так сделали. Они вроде бы, знаете, классную идею насчет шаманов кинули. Это прикольно было. Вот реально было прикольно, когда у вас шаманы получают рандомные предметы. Но, вот этот вот огромный минус... Кайфовые предметы. Джаггер. Жрица света. О, Никс упал, кстати. Благо он упал на мобах. Упал бы он сейчас в бою, то я бы пал сам в бою. Как-то так это было бы. Не знаю, кому мне этот догон закинуть? Хотя на самом деле я этот догон, наверное, закину все-таки в этого шамана. Жалко, здесь нельзя разбирать предметы на несколько штук. Было бы прикольно. То есть, допустим, у вас сейчас предмет там за 4 монеты, грубо говоря, разбирается. Будем называть это монетами. Так, апгрейд есть, отлично. Еще шаманчиков. Ну, шаманчика хочу. За одну монеточку. Нет? Ты жадный? Не дашь, да? Вы посмотрите на него, как он жадничает. Не дает мне шаманчика. Шаманчика дай. Ну за одну монету, я прошу, дай шамана. Дай хоть под конец игры его апнуть. О, вот это Манки Кинг у меня заряженный. Палочка, поехала. Не, ну когда такой МК, то извините, с таким МК можно и выигрывать. Правда, агоним ему бесполезен, но результат оправдывает ожидания. Давай, шаманчик. Шаманчик. Ты не шаманчик. Продать не нужно. Так, ребят, я сролил где-то уже сколько? 60 монет за вот эти вот парочку раундов. Шаман первого тира мне не пришел. Да, а знаете, в чем прикол? Когда он нужен... вот как он пришел. Все, я тебя услышал. Как бы нет слов. Яйцо так яйцо. Переживу раунд, куплю яйцо, апну тебя в тройку. Тогда ты будешь у меня супер гиперсильный. 3 монетки будешь стоить 5 вместо 3. Так. Опять МК. Ноп. Души, говорю. Еще лети. Какие обалденные предметы упали. Ну вот, минус шаманов. Без смс и регистрации. Он меня пережил. А потому что у меня не очень фигуры пришли. Да. Улучшение, конечно, пришло обалденное, ну ладно. Это уже такое дело третье. Но, кстати, у меня сейчас будет 2 полноценных керри. И, кстати, еще один момент. Кольцо не кидайте в шаманов, потому что он прыгнет в тыл врага, и все. И делайте, что хотите. Прыгнет в тыл врага, умрет там, не успев даже нормально, адекватно перевоплотиться. Поэтому не надо так делать. Я вас прошу, не делайте так, чтобы ваш шаман блинковался. И, кстати, когда он блинканется, он все равно перевоплощаться не будет, пока не соберет ману. А все КП, которое вы потеряете за то время, пока он будет пытаться набрать себе ману и что-то еще сделать, это вам как бы аукнется. Не, ну жрец. Какого ты Леона присамонил? Ты что, прикалываешься? И, кстати, вот Silence сработал, все, у меня нефритовый генерал АФК простоял. Замечательно. А кого ты сейчас присамонишь? Давай из могилы. Юникс. Ну вот, если бы сейчас не стан вот этого солнечного шамана. О, кстати, топ-2 занял. Да. Он керил зверя 5, прикиньте. Прикиньте, насколько он жесткий, что он взял и керил зверя 5. Это ж непостижимо.
В общем, что я хочу сказать по поводу этих шаманов. Шамана через волшебника можно играть, но чисто по фану и не больше. Вот реально по фану не больше, пока их не апнут. Да, я сейчас зашел в топ-2, но вы сами видели, с какими я вот натяжными, вот прям, ну, я даже не знаю, как это назвать. Я просто взял, не знаю, короче, не знаю. Давайте вы придумайте сами в комментариях и напишите мне, что я сделал такого, чтобы зайти в топ-2 при таком вот состоянии своего стола, скажем так. При таком вот раскладе. Как-то так, как-то так. Добавить мне здесь нечего. Единственное, что я вот озвучу быстро минусы. 20 секунд живут. Полностью рандомный пик фигур. Может максимально бесполезная фигура упасть. Полный рандом по предметам. Единственное, что вы должны знать, это то, что от вашего текущего предмета добавляете плюс 2 тира. То есть первого тира предмет станет третьим, третьего пятым, второго четвертого и так далее, и так далее, и так далее. Если вы возьмете предмет четвертого тира и закинете его, соответственно, в вашу фигуру, он не станет предметом шестого тира, потому что их нет. А еще вы должны прекрасно знать то, что множество предметов, которые активны, они не будут работать в шаманах. Вот, допустим, волшебное зеркало, рефрешер, что-то там еще, короче. Множество там предметов, они просто не работают. А, некромикон не работает. Ой, я на самом деле даже боюсь перечислять, сколько всего там не работает и сколько минусов по этой сборке. Это сборка для фана. Вот что-то хотите необычное, пожалуйста. Возможно, я ошибаюсь. Я неопытный игрок на шаманах, поэтому если есть такие игры у нас, если есть у меня такой подписчик, есть зрители, то, соответственно, напишите в комментариях, какая моя ошибка, что стоило делать, что добавлять и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, думаю, вы поняли. А так, в принципе, все. И еще раз напомню, соберет этот ролик 50 лайков, я выпущу ролик с Керри Темпларочкой, либо же с Керри Луной. Как-то так. И всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк. Не забудьте оставить свой комментарий, что думаете по поводу этой каточки. И, соответственно, подписаться на мой канал. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Всем удачи!